Женька меня иногда называет мамой, но я ему сразу говорю, что я не мама, а бабушка его. Я бы хотела ограничить свою дочь в родительских правах. А вот когда она загуляла, то как эти ее гульки проявлялись? Она уехала в каком-то Мише. Или, может быть, ей дома было не очень хорошо. С 3 класса меня мама начала избивать. Ну, хватит, избивал. Кто ее избивал? Просто, как мне кажется, вы ее ненавидите. Ничего мне избивать. Аж на скоро увезли меня. А из дома-то вы почему ушли и ребенка оставили? Так я ей сказала, отдай мне мужа. Она не отдает. Хочу забрать Элю с ребенком к себе. Я хочу тебе сделать, то есть, предложение, чтобы ты вышла за меня. Пожалуйста. А то, что мама не одобряет этот брак, вам все равно? Она мне противна, я не хочу ее видеть больше в глазах. Давайте спросим у 3-го поколения семьи. Бабуля, давайте идите уже. Интересно, что вы скажете. Добрый день! Как же все любят воспитывать своих детей? Может быть, просто иногда надо с себя начать и уже своим примером показывать ребенку, как нужно жить. Ну, ты знаешь, я всегда был приверженцем того убеждения, что воспитание сводится к одной формуле. Делай, как я. Когда сможешь, как я, делай, как хочешь. Сегодня в нашей студии Марина Стрыгина из Липецка. Здравствуйте. Здравствуйте, Юлия. Что? Здравствуйте, эксперт. Что случилось у вас? Рассказывайте. Я бы хотела ограничить свою дочь в родительских правах, так как ее ребенок полностью на мне с рождения. А сколько ребенку? 1 год и 7. А мальчик, девочка кто? Мальчик Евгений у нас. То есть это ваш внук. Внук. А дочки ваши сколько? Дочке То, что вы выглядите... 17 лет. Это же во сколько она родила? В 17 родила, в 16 забеременела. Угу. Вот, детские она получает, тратит на свои нужды. То есть ни копейки, ничего я от нее не видела. Вот Подождите, про копейки мы чуть попозже поговорим. А как так получилось? Что ребенок-то у вас? Нет, что у вас дочка забеременела И в в 16 лет. лет, да. Ну, мы ее берегли до 16, как могли. А почему до 16 берегли? Ну, а после 16 она уже начала гулять, ходить. То есть у вас семья, вы, супруг ваш, да, или как? Да, супруг есть. Вот, вы, ваш супруг, ребенок у вас один, дочка ваша? Дочка и сын 15 лет. А супруг ваш, он отец дочки? Нет, он отчим. 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 Ага, понятно. А с какого возраста он ее воспитывал? Да уже 15-16 лет он со мной живет. А, ну то есть он почти Ну, с рождения. отец, да, почти. Как её отец ей, да? То есть у вас 2 детей, супруг, полная семья, все хорошо, жили, не тужили, а она училась. Училась. Все было с ней хорошо. Все хорошо, вот до того, как ей исполнилось 18 лет. 16. Ну, 16. Да. Ну, когда Евгений родился, она с 16 она как-то ухаживала за ребенком. Нет, хочется понять, что произошло. Вот смотрите, она в школе училась, когда загуляла? Или она уже В какой-то... школе, она училась в школе. В каком классе? В 7 классе. Это сколько ей лет было в 7 классе? Но она оставалась на 2-й год, поэтому так получилось, что... Что она в 16 лет была в 7 классе. Да. И вдруг вот ей 16 исполняется, и она пошла гулять. Ну, может быть, план какие-то были все-таки погулять Подождите, до у меня нее. вот нехороший вопрос сейчас будет. А вы на каком сроке заметили беременность? На 5-м месяце. А это как Она возможно? ходила в балахонах все время, ее даже не видно было. Там у нее живот маленький, она Худенькая? худенькая, да. А вот когда она загуляла, то как эти ее гульки проявлялись? Она что, из дома уходила? Нет, она из дома не уходила. Она где-то устроилась в магазин работать продавцом. А потом вот как-то она... Она школу бросила, что ли? Нет, она как-то совмещала. Да. Ага. И, в общем-то, один день как-то ее не было, не ночевала. Мы ее тут начали сразу разыскивать. Ну, сразу пошли в этот магазин. Директор сказал, она уехала в каком-то Мише. Угу. Ну, вот с этого момента все и началось. Мы узнали про Мишу, оказывается. То есть у там нее какой-то уже Миша. был парень, Да, этот Миша. да. Он старше ее? Старше, там, лет на 20. На 20? Да. Ну, а вы когда узнали о том, что существует этот Миша, который еще прилично ее старше, больше, чем в 2 раза, вы как-то пытались с ним встретиться, поговорить? Я что-то? с ним встречалась. А он чего?
Я ему говорю, тебе сколько лет ты лезешь на малолетнюю? Нет, я ее люблю, у нас с ней свадьба будет, все будет. Так а ребенок-то от Миши? Там неизвестно, от кого ребенок. Ого. Да. То есть она официально встречалась с Мишей, но еще погуливала по другим Ну да, парням. потому что Миша это цыган, а ребенок он у нас маленький, светленький. Понятно. Так они поженились или нет? Нет, они не поженились. Почему? Он же говорил, что возьмет замуж. Но это уже от него зависит, возьмет. Да нет, у него семья, 2 детей, у него Ой. жена есть. Так в итоге она рожает ребенка. Вот в итоге вы на 5-м месяце. Мы Узнаете, хотели что сделать аборт, но уже поздний срок, поэтому нам... в итоге она родили. родила, и ребенка пришла, с ребенком вернулась к вам домой, правильно же? Да. Так, а куда она делась-то? Почему вы говорите, что ребенком занимаетесь вы, а она-то где сама? До года она с ним сидела, как... С вами вместе, Со мной да. жила, да. А потом, как вот 18 лет ей исполнилось, она получила материнский капитал, там отсюда же можно деньги снимать. И вот 3 февраля она мне пишет: все, мама, прости, я ушла с Женей к Мише. Ну, она, конечно, написала, что к подруге ушла. То есть она забрала Забрала ребенка, ребенка. да. А как она его вам обратно-то вернула? Я на работе была. У меня первые мысли, ребенка надо быстрее от нее забирать, потому что он с ней погибнет. Ну, с работы узнала, как она где она живет с этим Мишей быстрее, и ребенка забрала. А почему Сразу забрали? же. Почему вы считаете, что он с ней погибнет? Она же год жила на ваших глазах. Она что, плохая мама? Ну, я же вижу, как она к нему, к ребенку относится, как с ним обращается. Как? Он может у нее лежать в кровати неподмытый целыми днями, она спит целыми днями. То есть пока даже вы жили вместе, все равно ребенком занимались Он был вы. со мной, да. А ребенок-то здоровый, все в порядке? Ну, ему ставили энцефалию, но это промежуточный результат, а так он хороший все, хороший мальчик. Ну, я просто смотрю, такое голова. может, Евген. То есть ему ставили энцефалию, Ну, да, мы приезжали в Москву вот в том году. жидкость в голове. Да. Ага. А сейчас чего Ну, говорят? сейчас вроде ничего, все нормально. Слушайте, а вы сейчас живете у себя с ребенком, да? С ребенком, да, вот. С мужем с и мужем, с младшим сыном. с младшим сыном, да, и бабушка к нам А приезжает. младшему сколько? 15 лет. Он еще не папа, нет? Он был ему папой, вот. Он ему стал папой? Да. Ну давайте посмотрим, как вы живете. Я эту квартиру вообще-то оставила детям, чтобы они и внукам, чтобы они жили здесь счастливо и благополучно, чтобы мне душа на них радовалась. Сама я уехала в деревню. Здесь у нас комната сына, в которой он живет. Вот здесь я вот сплю, а вот здесь вот уроки делаю. Вот тут мои вещи. А здесь комната мужа. Это самая большая комната в нашей квартире. Раньше здесь жила Эльмира. Предполагалось, что она будет с ребенком здесь жить. В итоге в этой комнате сейчас живу я и Евгений. А это наша кошка. С рождения она, как мать Евгению, все время с ним лежит, спит, ест, смотрит за ним, как мать настоящая. Женька мне иногда называет мамой, но я ему сразу говорю, что я не мама, а бабушка его. А он спрашивает, где мама? Мы сами не знаем, где. Да, Женек? После того, как Эльмира ушла, все ее вещи я выкинула, чтобы не вспоминать про нее. Из вещей осталось у нас только то, что вот мы ей к сентябрю покупали пиджак и юбка. А так у Евгении тут все. Вот. Куртки зимние, весенние, осенние. Вот Эля в детстве. Вот самый счастливый ребенок. Платье всех сортов. Ушла в феврале. Сколько попыток не было вернуть ее, не увенчивается успехом. К ребенку Эль не приходит, потому что он ей не нужен. Слушайте, вы вот нам сказали, что вы хотите ограничить ее в правах, правда? Да. До программы вы были гораздо более категоричны, вы хотели лишить ее родительских прав. Ну, я так просто узнала, что сначала ограничивают, потом только Нет, лишают. иногда и сразу лишают. Но я пытаюсь понять одну непростую вещь. Она ушла с ребенком. То есть она готова была быть этому ребенку матерью. Вы ее догнали, ребенка забрали себе, и теперь хотите лишить ее родительских прав.
Ну, тут стараешься спасти ребенка, чтобы он с ней не остался. Что происходило с ребенком такого страшного, чтобы ее лишили родительских прав, когда она с ним была? Она могла с ним гулять до 11 ночи. Ну, такой Он мне полезный постоянно ребенок. грязный приходил, Ребенок с же синяками. спит. С синяками кто приходил? Ребенок? Ребенок Ну, он же падает. Ну вот сейчас ребенок где живет? со мной. У вас. А она где живет? Неизвестно. А давно вам неизвестно, где она живет? С февраля месяца они снимают посуточно квартиры и живут... То есть с февраля месяца она ребенка не видит. Она видит, она возвращается иногда домой, скандал устраивает и Насколько уходит. она возвращается? Ну, домой? день-два Все это время детские пособия она получает? она получает. Она вам хоть копейку дала? Вот последние 10 тысяч вот дала вот на... Вот с февраля все месяца За все сколько- 1,5 года она мне дала 10 тысяч. То есть до этого все детские пособия, которые она получала, она тратила на себя. На себя и на своего сожителя. Еще теперь вопрос. Вы в этом интервью коротком сказали, что вы хотели бы ее вернуть изначально. Вы Ну, от сожителя вы и выгрести, сейчас да? хотите, вы и сейчас Выгрести хотите... ее из этой ямы. Я ее сколько раз уже пыталась, но мне почему-то не получается. Он ее не любит. А чего вы Мне плачете? потому что... То Скажите есть мне, вы по пожалуйста, дочке а вот, скучаете? Не, ну серьезно. ну раз все вещи выкинули, А? конечно, скучаете. Вы мне вот что скажите. Первый, почему она оставалась на второй год в школе? Она комиссию проходила, ей легкую умственную отсталость ставили. Понятно. А вы, скажите мне, пожалуйста, вы после этого к врачам обращались с ней? Ну, я не считаю, что у нее там легкая умственная отсталость. Нет, Она всё подождите, понимает. подождите, Нет, я не обращалась. подождите. Нет. Нет, не обращались. Теперь еще один вот главный вопрос для меня. Почему она так не хочет возвращаться? Дело только в Мише или, может быть, ей дома было не очень хорошо? Ну, потому что дома-то нужно что-то делать. А. Там-то можно и А там бухать, вольница. и все на свете. А там вольница. А там правильно? вольно все. Мы, разумеется, тоже включились в поиски вашей дочери и нашли ее, и встретились с ней, и поговорили. Давайте посмотрим на экран. У меня хороших воспоминаний с детства вообще нету. С 3 класса меня мама начала избивать, оскорблять, обзывать. Я не могла вообще никуда пойти. Я сидела дома и терпела ее. Родного отца я вообще не видела. Я не помню, когда отчим появился. Он надо мной жестко издевался. Я, когда была беременна, он меня бил, избивал. Я его ненавижу и не хочу его больше в глазах видеть. Мама меня не защищала, она меня так же избивала, как и отчим. В 17 лет я начала от стресса курить электронные сигареты. Недавно начала курить обычные сигареты. Я, когда нервничаю, я могу полпачки скурить. Я начала энергетики пить с 16 лет. Мне первый раз мама дала попробовать. И я в день могу выпить 3-4 банки. Я не хочу пересекаться теперь с мамой, с бабушкой, особенно с отчимом. Меня выгоняли из дома, и вот поэтому я и ушла. Это правда, Что правда? что вы ее били? Я ее бил, да. Я ее старалась по всем музеям водить, по кинотеатрам. В модельном она у меня была. Гимнастикой занималась. Била. А отчим бил? Да он ей даже пальцем не притрагивался. Тут, когда последний раз она хотела ребенка забрать, он ее, конечно, толкнул. А так он с ней даже не пересекается. Ну вот про то, что она говорит, что он ее избивал. Ну, хватит, избивал. Кто ее избивал? То есть это неправда? Конечно, нет. А из дома выгоняли? Из дома выгонял, вот когда последний раз я пошла вот против всех, когда она последний раз вернулась домой. Так. Когда она уже 2 дня не ночевала и пришла на 3-й день под ночь, я ее, конечно, саданул, да, и сказал, иди отсюда. Потому что уже нервы на пределе. Марина, скажите, вы любите свою дочь? Да. Просто, как мне кажется, вы ее ненавидите. Она вот похожа на вашего мужа, первого, от кого она родилась? Нет. Не похожа? Нет. Просто по большей степени такое чувство, что вы через нее вымещаете на кого-то злость и обиду.
Давайте мы выводы Это будем очень чуть сильно позже видно. делать. Давайте пока мы с Эльмирой не поговорили, мы вообще ничего не поймем. Поэтому пригласим ее в студию. Здравствуйте. Вот что ты врешь, несешь? Ты взяла, забрала мужа. Ничего мне не сбивать. Фотографии не видела? Аж на скоро увезли меня. Что ты ушла? Всю жизнь врет, 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 врет. Что я вот ей сделала, она вот плачет. Я еще даже... Я со мной. Подождите, мы сейчас должны понять, что вы сделали. Прям вот сейчас вот. Я ее не видела 2 месяца. Вот. Вы могли подойти бы, просто бы обнять бы Чё свою плачем? дочку. Че плачешь, из студии убегаешь? Садись. Тут тебя никто не кусает. Не хочу ее видеть, она мне противна вообще. Ну, не смотри на нее, смотри на меня. Почему такая реакция на маму? Избивает, била. Тебя мама била? Да, Когда? недавно. Я хотела в этой одежке пойти, да, то есть подруги ночевать. Так. Она взяла, отобрала школьные одежки и начала меня добивать до крови. Вовремя брат меня спас. А то бы убил бы меня нафиг вообще. А давай начнем с самого начала. Вот как вы вообще жили с мамой? Ну, хороших воспоминаний вообще нет. Она меня с 3 класса начала бить из-за того, что учительница позвонила и сказала то, что типа я мальчику глаз разбила. А на самом деле это вообще неправда было. Я сидела за партой спокойно. Она берет за руки, за ноги, меня вот так крутит и швыряет. Это было один раз или... Ни раз, ни два это было. То есть она все время поднимала на тебя руку? Да, Эльмира, а с младшим братом какие отношения? так на так. А ему тоже доставалось? Отчим иногда нас сбивал 2. И даже когда беременна была, меня веником бил по животу. А как ты забеременела-то вообще? Где ты этого мужика встретила, своего отца ребенка? Через, подругу. Мы сначала дружили с 14 лет, а потом в 16 лет начали встречаться. А, то есть ты его вообще с 14 знаешь? Да. А у тебя в 14 лет с ним были интимные отношения? Нет, в Нет? 16. А это Мишин ребенок? Но он ни на меня, ни на него чуть-чуть не похоже. Это может А у быть тебя еще не его кто-то был? ребенок? Нет, я с Мишей все время встречалась. Вы сейчас где живете? У Ангелинки, А Ангелинка это кто? подруга моя. Подождите, а вы с Мишей живете у нее? Да. Слушайте, а из дома-то вы почему ушли и ребенка оставили? Ребенка я забрала вместе с Мишей на съемную квартиру. Так. Она в наглую стучится, забирает малыша, одевает, ничего, и забирает. И все. А когда это было? Зимой. Ну, а чё же вы его не забрали обратно? Она дверь не открывает. Ну, пошли бы в полицию, сказали, у меня ребенка украли. Ну вот последний раз вызывала. Так. Они говорят, диктуйте адрес, а я перед ней боюсь. Вот так все дрожу и отключилась. Понятно. А вы детские пособия получаете? Пока что 14 тысяч. А куда вы их тратите, на что? Сначала себе одежку покупала, потом маме 10 тысяч отдала. Ну, вы же эти 14 тысяч каждый месяц получаете. Получается, что вы деньги, которые государство платит на вашего ребенка, тратите на себя, правильно же? Так я ей сказала, отдай мне малыша. Она не отдает. А мужик-то ваш работает? Строителем. А сколько зарабатывает? Всегда по-разному. Ну, он вас кормит, одевает. Когда у него есть деньги, он тратится на меня. Интересно посмотреть на Мишу и как он оценивает эту позицию. Вот так вот я и зарабатываю, в общем, везде, и на стройках, то есть, откуда звонки, то есть, и там и работаю. В день, получается, то есть, я как бы зарабатываю 2,5 до 3 тысяч. Ну вот и все, закончил свою работу, вот. Я сейчас пойду, в общем, буду искать себе жилье, квартира посуточная в Липецке. Где-то за 1 час, где-то минут 40 я нахожу квартиру. Так, вам перевод, да? Да? Ага, все, смотрите, я Вижу, перевел. пришло, да, пришло. Ну вот на сегодня мое жилье, а то я снял. В общем, хочу забрать Элю с ребенком к себе.
ее каждый раз обижают, не нужна она им просто как бы, то есть чисто кидается на нее, можно сказать, просто ни за что. Вот мы вместе, как бы, когда будем жить, мы будем счастливы, и у нас все будет хорошо. Этот сказочник Ганс Христиан Андерсен не хотел приезжать к нам в студию, потому что боится, что его посадят. Ну вот, давайте позовем его и спросим, есть за что сажать-то? Михаил, идите к нам. Спасибо, за что приехал. Да, все нормально. Сядь со мной. Все, садись. Вот вы говорите, Марина, что я ее не люблю. Здравствуй. Вы говорите, что я ее не Это люблю. красиво одета. И я ее не ценю. Я за ней, вот эти 5 лет, да, ухаживал до конца. Я ее никогда не оставлял. Уже 5 лет? То есть вы ее с 13 лет знаете? 14. 14. Ну, я перепутал, что, может быть, 4,5, вот так вот, 4. Подождите, вы с 14 лет. Вот объясните мне, 30-летний мужик, 14-летняя девочка. Как это возможно? Ну, что, она работала в пиццерии на 2-м этаже. Ей уже было 16 лет. А в 14 вы что с ней делали? Ничего, вообще просто тупо переписывались. Общались и все. А в 16 лет мы начали уже встречаться. Всё. И гулять. И гулять просто. Все. Михаил, я хочу, чтобы вы в первую очередь знали разницу между понятием несовершеннолетняя и малолетняя. Вы тут чуть ли не грудью бьете себя с 16. Вас кто-то этому научил? Я хочу отрезвить вас. Вы очень заблуждаетесь в том, что вам кто-то вбил в голову, что с вашей стороны нет какой-либо ответственности. Если хотите, потом я вам расскажу подробнее. Поэтому подзадумайтесь над этим. А вы женаты? Я, да, был женат, я развелся. Когда? Ну, у нас просто рано как бы женятся. Рано разводятся. И неофициально. Когда вы развелись? А уже как года 2-3. То есть вы еще, когда стали с ней встречаться, были женаты? Ну, да, был женат. А дети есть у вас еще? Да. Сколько? 2 пацаны. Вы платите им алименты? Они как бы со мной живут. Где? Вы в посуточно квартиры снимаете? Ну, они как бы с моей мамой живут. Где? Ну, в доме, где в частном доме. А почему дети с женой не живут? Ну, не знаю, так получилось, так вышло. Вот все, неожиданность как-то вот. А Эля вам зачем? Я ее люблю, как бы и она меня любит. И мы с ней как бы уже давно общаемся, и все хорошо. Слушайте, я вот понять не могу. Снимать квартиру посуточно явно дороже, чем просто снять квартиру на длительный срок. Почему вы снимаете квартиру посуточно? И куда вы собираетесь ее забрать с ребенком? Когда готов хоть час. А это ваш ребенок? Честно сказать, ДНК не делал, но я его буду принимать как своего. То есть вы считаете, что это не ваш ребенок? Ну, может и мой, а может и нет. Копия. А почему вы думаете, что это не ваш? Ну, он белый, видите, а я какой светлый. То есть Эля вам изменяла? Ну, кто его знает? А вам плевать, да? Ну, я потому что я ее люблю. И она меня любит. Эльмира, вы не жениха и не любимого человека. Да, вы его, может быть, любите, но я сомневаюсь в том, что вы как девушка, там, женщина уже любите. Это вы, вот видите папу, которого у вас, к сожалению, не было, а тот, который был отчим, он вам не заменил отца. У вас есть претензии к нему, к матери тоже. Поэтому, ну, разберитесь с чувствами. Как по-вашему, Эля в состоянии смотреть за ребенком? Она может быть матерью ему? Конечно, почему нет? А из Она- чего вы делаете такие выводы, если вы ни дня вместе с ребенком не жили? Был. Почему? Он, Мы как- он снимал квартиру, мы с и ним- ребенок с нами был. Да, был. Как долго? Просто как долго? Ну, может, был, допустим, день, может быть, с утра до Сроду не было у тебя вечера. дня, и что С ты утра до сидишь, вечера, да? потом С утра до вечера, она может быть, домой. он у тебя и был. Когда у нее мама на работе, то есть мы как бы гуляем с ребенком, с ней в парк, там, еще где-то. Вот смотрите, все очень просто. Ваша возлюбленная, будем называть ее так, она хоть сейчас может взять ребенка, но она же не лишена прав, не ограничена. Это ее ребенок. Бабушка не имеет никакого отношения. Пойти с вами жить. И пойти с вами жить куда? Ну, как куда? Снять квартиру и жить дальше. А что вы не сняли до сих пор квартиру? Ну, потому что, как вам объяснить, пока на работу устроился, пока это, тоже заказы то есть, то нету. Я же тоже это как бы это... То есть вам квартиру снимать не на что?
Почему есть? А образование у вас есть? У меня нет образования. Ну, вы сколько классов закончили? Я 2 класса закончил. Ваша бабушка тоже приехала на программу. Давайте спросим у 3-го поколения семьи, что же там происходит такое. Извиняюсь, как бы что всех перебью. Я просто не пустым руками здесь пришел, если честно. А с чем? Я пришел сделать своей девушке как бы предложение. А зачем это делать на Первом канале в студии? Ну, чтобы ее мама понимала, что я ее никогда не оставлю нигде. Ну, если вы такой старомодный, так просите руки у мамы. Ну, если вы не против, Марина. Я против. Почему вы так против? Потому что у вас свалка следующей жизни ждет. Почему звал? Потому что. А как, почему вы так думаете, что звал? Ну, я же Ну, я не плохой, видела, это ничего какая не она сделал. тебе приходит. Слушайте, давайте так. Мы Мама зубы отказала. очищаем. Давайте у бабушки спросим. А, нет, Анна подождите. Алексеевна. Подожди, бабушка. Бабушка, подождите, не ходите. Я хочу понять, а вы просто так предложение делаете? Без кольца, без всего, да? Нет. Почему? А где кольцо? У меня кольцо. Вот. Кольцо. Вот. Я хочу тебе сделать, то есть, предложение, чтобы ты вышла за меня. Пожалуйста. Все как полагается. Как ты и мечтал. По крайней мере. Спасибо. Нет, всё А вы хорошо. мечтали, чтобы он вам сделал предложение? И вышла замуж. Да? Да. Да. А то, что мама не одобряет этот брак, вам все равно? Я говорю, она мне противна, я не хочу ее видеть больше в глазах. Так интересно. вот Забрать теперь, ребенка. Бабуля, и жить. давайте идите уже. Интересно, что вы скажете. Ну и как вам? Здравствуйте, студия. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Это я приехала. Внучка, миленькая. Пойди, моя хорошая девочка. Пойди, моя умница. Да не хочу я к вам Давай, больше. моя Да, умничка, ну ты хорошая девочка. Давай, моя умница. Все. Так, ну что, слизняк скользкий, встретились? Да. Встретились, да? Да, А? встретились. Здравствуйте. Что? Что? Что вот с тобой делать? Это Что ты жених. с ребенком Это сделал? жених, не ори на смысле? него. А? Я ничего не сделал. Что я Ничего. сделал? Ну я тебе что? сказала, я тебя задавлю, как паука. Понял, что? кто ты есть? Слизняк. За то, скользкий. что вы ее избиваете, я раскрыл. Кто ее избивает? Вы. Кто вы? Вы и вы. Знаете, что такое вы и вы? Эль, кто тебя избивает? Мама, и Руслан, и я ты рассказываю, меня в за 11 волосы часов тот раз ночи. брала. Он тоже меня забирал. Да. Вы меня избивали. Вы сами мне звонили, сами говорили, приезжайте. Он заберите только ее. что сделал предложение вашей внучке, она согласилась. Какое предложение, товарищи дорогие? Ну, какое предложение? Это кто есть? У него жена и 2 детей. Я с ней только общалась. Я говорю, Элю ограничили в родительских правах. Она больше деньги получать не будет. Он у нее деньги, детские пособия отнимал. Она, его жена, сказала, нет. Эля сказала, что она будет получать. Но нам нужна, деньги нам нужны. То есть получается, что он берет у Эли деньги, детские пособия, и еще Отнимает жене никак. дает. Ну, Эля смысле сказала, отнимает? отбирает у нее деньги. Что? Я ничего не Он такого отбираю. не делал. Она сама Он тратит свои деньги. работает. Я свои деньги. Я на ней понимаешь? трачу, можно сказать. Я с ней в кафе. я с ней Засунь там. себе его Я, в то есть свое я кольцо, везде с ней. Я ее господи. никогда не оставлял. Совершенно очевидно, что если бы вы хотели жить с этой женщиной и с ее ребенком, вы бы давно уже сняли квартиру. Не завтра, не послезавтра, а давно. Понимаете? Да, я понимаю. Да, но у вас скажи, другие как она планы, как я забрала. понимаю. Давайте вспомним, что вы в разговоре с нашим редактором, о чем вы думали. Если ты пойдешь к маме Эльмиры, ну вот какова вероятность, что она тебя услышит? Если я с ней конкретно поговорю, решу, как она хочет, что она хочет. Не нужно же понимать, что она хочет, в конце концов. Она хочет, чтобы она воспитывала внука. Много нужно. Но если нужно, тогда, ну пусть даст мне 3 миллиона. Мне же много нужно. Ну, я думаю, что на это она не пойдет. Но видишь, зачем я должен пойти на все уступки? То есть вы готовы были, чтобы внук остался у бабушки, если она даст вам почему-то 3 миллиона рублей? Ну, я сказал, потому что я нервничал, может быть, это спонтанно. Это не Он значит, со мной что... тогда был. Тогда я с ней был, во-первых. Тут Да, такого... я не понимаю. Ну вот о чем разговаривать? Не знаю. У вас сейчас есть юридическое право. Оно есть. Пойти к матери и забрать ребенка.
Вас никто не ограничивал, не лишал. Но я абсолютно Это будет убежден. хана ребенку. Но я абсолютно убежден, что как только вы это сделаете, сразу основания для того, чтобы лишить вас родительских прав, появятся. Поскольку, судя по всему, вы не в состоянии, и мама ваша права здесь, просто не в состоянии даже понимать, что такое уход за ребенком, воспитание ребенка, что такое вырастить ребенка, поскольку вы сами в очень глубоком детстве еще. А вы как считаете, вы в состоянии ребенком самостоятельно заниматься? Я его хочу забрать и воспитывать вместе с ним. Квартира уже подготовлена. Нам помогут. Вот она, вот как я знаю, она дверь не открывает и не отдаст. Ей пофиг на Подождите, меня. мы только что говорили о том, что у вас квартиры нет. Сейчас вы говорите, что квартира уже подготовлена. Это как? Подготовлена. Ну, я уже все взял на месяц и все решил. Все, и стоял, и работаю как бы. То есть вы считаете, что достаточно снять квартиру на месяц, чтобы решить все проблемы? Да, я все решу, и все будет хорошо. Это такая, что ничего нельзя решать. Все можно решить. По моему мнению, наши молодые вообще не способны не сами социализироваться, но тем более ребенку что-то дать. То, что вы показываете, это просто детский сад, извините. Угу. Скажите, пожалуйста, может быть, ваша мама не открывает вам дверь из-за того, что мы сейчас увидим? Можно посмотреть записку, которую вы написали? То, что я хочу избавиться от мамы, от бабушки, от Тимура. Моя мечта избавиться от папы Руслана. Моя мечта избавиться от брата Тимура. Моя мечта избавиться от мамы Марины. Моя мечта, чтобы жил со мной мой жених, да? Да. Чтобы я и мой будущий жених меня не бросал и не писал, что мы расстанемся. А что значит избавиться от папы Руслана? Это как? Вообще его больше не видеть в глазах. Он отчим. Он не мой отец. У меня отец азербайджанец. Ихлам. Я нашла тот раз фотографию. Привет, я родилась. И вижу, он темный. И тут мама такая. Да, мам? А потом я тебе сказала, то, что типа азербайджанец подошел. Ну что, какая разница? Вы сейчас обо мне, что ли? А кто ее отец? Это правда, что она говорит? Ну, да, был. Но это было уже сколько, 20 лет назад, поэтому... А он знает, что у него есть ребенок? Но он уже на том свете. А, да? Да. К Тимуру хочу обратиться. Тебе привет. Тебе часто приходится с племянником возиться? Ну, 2 на 2, как мама на работе. Когда мама на работе, ты им полностью Да. занимаешься? Да. А ты умеешь все это делать? Да, Кормить, памперсы да, все менять? умею. Да? Да. Тяжело? Ну, привык. А твоя сестра справится самостоятельно? Ну, я думаю, нет. Почему? Ну, вот она, как Евген, вот там обкакается, она памперс даже поменять не может. Что? То есть она даже элементарные вещи не может сделать? Да. Скажите мне, вот сестра ваша сказала, что у нее было какое-то ужасное детство, что все всех били, что И она вас была- тоже били? Не, меня никто не трогал. А ее били? Руслан, Вообще никто не бил. что ты, Тимур, врешь? Отчим, Понятно. когда бил. Тимур, зачем она все это врет? Для чего? Ну, чтобы избавиться, наверное, от всех нас. Ага. То есть она реально наговаривает? Да. Мама начала ее причесывать, так как у нее волос хороший, начала ее причесывать. Она у меня нее клок волос причесывала. выдран. Она говорит, а Она это что? выдирала. Это меня Миша Он выдрал такого клок вообще волос. я не говорила. То Что ты синяками врешь? ходит. Я говорю, ты почему с синяками? Это мне Миша, он пьяный был, поставил. Благодетель! Я ее Зачем ты Погоди. врешь? Ты Это твои наговариваешь. слова. Ты наговариваешь на меня и на него наговариваешь. А на свою дочку погляди, которая курящая, слова. пьет, гуляет. Ты даже ведешь себя Тебя даже неправильно. Цыков научил, чему Неправильно говорить, ведешь то ты и себя. говоришь. Марина, скажите мне, пожалуйста, а вот органы опеки в курсе, что ребенок у вас живет? В курсе и опека, и соцзащита в курсе. И что? А что говорят? Рука трясется. Меня Ну, у нас вот недавно только успокаивала. один раз они были, и все. Посмотрели жилище. Вы знаете, я скажу такую дикую для себя вещь, потому что у меня у самой 4 детей. Но это, наверное, вот один из тех случаев, когда, возможно, ребенку лучше будет вообще без всех вас.
Вот честно вам скажу. Потому что это ненормально, когда ребенок следит еще за одним ребенком. Понимаете, ваш ребенок не получил никакого образования, у вашего ребенка нет квартиры. Если ребенок будет воспитываться государством, хотя бы ребенок получит какие-то льготы, образование, квартиру, то есть государство может что-то дать этому ребенку. Вы, никто из вас, своим детям ничего хорошего дать не можете. Простите меня за такие слова. Как бы не было смешно, по итогу грустно. В первую очередь жаль бедного малыша. Во вторую очередь я скажу так, когда детско-родительские отношения и, как я смотрю, холодная мама сидит и обвиняет во всем дочь, нужно начинать в первую очередь с себя. Дать ту самую поддержку, любовь, которую сейчас, к сожалению, она видит в своем партнере. Защищать, оберегать, любить, хотя бы говорить про это, слова любви. Это в первую очередь вопрос к вам. Марин, а у вас Женя стоит на учете у врача? На учете? Ну, к педиатру ходим. Как нет? Вы говорите, что у него была гидроцефалия. Он стоит на учете? Нет. Почему? Вам опять кажется, что у ребенка все хорошо? Ну, вы дочь прошляпили. Это очевидно всем. Чего вот с нее, знаете, ее ругать бесполезно, требовать что-то с нее бесполезно. Это все бесполезно. У вас из-за этого нервы издают. У меня такое впечатление, что действительно вы настолько мало ей уделяли внимания. Видимо, тоже у вас была ранняя и ошибочная любовь. И в результате вы просто прошляпили ребенка. И если говорить про ее потенциал, то потенциал у нее вполне нормальный. А Только если заниматься надо. Просто надо было вкладываться в ребенка, и все. Вот, понимаете, Ребенок что? требует вложений по полной программе, от А до Я. Вы этого не делали, но это видно просто по вашей дочери. Вот что произошло. А сейчас то же самое происходит с вашим внуком. Потому что абсолютно очевидно, что какие-то проблемы со здоровьем, судя даже по тому, что вы говорите, у ребенка есть, но вы даже это не наблюдаете, вы даже это не держите под контролем. Что остается? Верить в вашим словам, что такой диагноз, как гидроцефалия, может сам рассосаться? Ну вы что, издеваетесь сейчас? Ну правда, вы взрослый человек или нет? И я обращаюсь сейчас к тем самым органам опеки, которые оказываются в курсе. Вы чего ждете? Без всяких оснований, даже без доверенности, как я понимаю. Ребенок уже больше года живет не с мамой. Ну примите вы решение, волевое это, учитывая интересы этого ребенка. Вот с Дашей мы вместе учим уроки. Если я ничего не понимаю, мне бабушка все рассказывала. Бабушка, мама покойной вашей бывшей супруги, не захотела отдавать вам свою внучку. Да. Население деревни было против меня. Просто бабушка использует внучку. Какой долг у вашего сожителя перед ребенком? Точные цифры назвать не могу. А я могу. Он приходил в класс, он там что-то такое приносил. Ты приезжал от силы 2 раза в год. Деньги хотя бы привозил Какие какие-то? деньги? Он, наоборот, выгребет все у нее из холодильника и уезжает. Приезжал по Неправда, вас там не было, и не врите тоже здесь. перечислял элементы. Не врите. Только можно не будет комментировать Галина Геннадьевна? Почему тебя на похоронах не было? Вы видели? Я видела. Я заберу Дашу. Про щедрость Александра нам может рассказать старшая дочь умершей Светланы, для которой он был отчимом какое-то время. Да, Недолгое. Анастасия, идите к нам, Полгода пожалуйста. всего.